Почитаешь интернет, и непонятно, где правда. У кого-то уже на 7-й день после ринопластики все отлично, а кто-то может жить с отеком очень-очень долго, дожидаясь окончательного результата. Предлагаю разобраться, почему так происходит. И начнем с того, что отек – это естественная реакция организма на травму, в нашем случае на хирургическое вмешательство. Он образуется из-за скопления большого количества жидкости в межклеточном пространстве. Здесь нет ничего удивительного, ведь все химические реакции проходят в жидкой среде, и организму просто необходимо обеспечить условия для взаимодействия тканей, клеток, питательных веществ между собой. Насколько большой будет отек после операции, зависит от многих факторов. Конечно, в первую очередь это реактивность самого организма. Мы все по-разному реагируем на травму, на стресс, у нас разный образ жизни, состояние здоровья, состояние иммунной и лимфатической системы. Безусловно, отек будет зависеть и от опытности хирурга. Насколько четко, выверенно и быстро врач проводит операцию, настолько меньше мягких тканей будет повреждено, а следовательно, у организма не будет повода накапливать много жидкости. Но как долго держится отек? 7 дней или год? На самом деле оба ответа правильные. У кого-то отеки держатся неделю, а у кого-то больше года. Люди все разные, поэтому и такое разнообразие сроков реабилитации. Есть несколько причин, из-за которых отек держится дольше обычного. Первое – это возраст пациента. Замечено, что у молодых отеки держатся дольше. Это связано с большей реактивностью организма. Чем моложе пациент, тем более гипертрофированными будут реакции. Силы и энергии-то много. Отеки больше, рубцы плотнее. Но это вовсе не значит, что нужно затягивать с операцией. После определенного возраста появляются другие сложности, но сейчас не об этом. Второе – это кожа на носу. Она бывает толстая и тонкая, и еще бывает кожа нормальной толщины, но с этим типом кожи как раз проблем меньше всего. Носы с тонкой кожей проще оперировать, форма получается более четкая, отеки в тканях меньше и сходят быстрее. С толстокожими носами все гораздо сложнее. Сделать узкую форму намного сложнее, иногда просто невозможно, а отеки даже при небольших изменениях будут весьма заметны. На полное восстановление после ринопластики отводится год. А если нос толстой кожи, то этот процесс может затянуться и дольше. Как вы понимаете, толстая кожа на носу – это не редкость, и время от времени реабилитация у таких пациентов затягивается дольше, чем хотелось бы. Мы вместе работаем над формой будущего носа, девушки терпеливо ходят на осмотр, а я аккуратно колю дипроспан. В данном случае главное набраться терпения. Дипроспан на сегодняшний день – это самое эффективное средство для борьбы с отеками кончика носа после ринопластики. И поэтому только от нашей совместной работы будет зависеть, получим ли мы в итоге хороший результат или нет. Да, и третье, от чего зависят отеки, это, конечно же, придерживается ли пациент всех рекомендаций хирурга. После ринопластики есть несколько нестандартных моментов, которые пациенты просто обязаны выполнять. Это не наклоняться, спать только на спине, избегать физической активности и не перегреваться и так далее. В обычных стандартных случаях максимальный отек сходит в первую неделю после операции. Это будет сразу заметно по гипсовой повязке. Она начинает отставать от кожи лба, и на кончике носа кажется, что гипс сейчас вот-вот отвалится. А это просто нос становится меньше. На 7-й день мы снимаем повязку, но в этот день нос может снова начать отекать, так как отек больше ничего не сдерживает. Как правило, 14 дней вполне достаточно, чтобы восстановиться и выйти на работу. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях. Обязательно подписывайтесь на мой канал. И до скорых встреч!